прекрасном замке жила королева. Родилась у нее дочь, о которой она мечтала. У ребенка были черные волосы и белоснежная кожа. Поэтому и назвали ее Белоснежка. Вскоре королева умерла. Недолго горевал король. Через год он привез во дворец новую королеву. Была она красивая, но злая. С собой женщина привезла волшебное зеркальце. Каждый день она любовалась в нем своим отражением и задавала ему один и тот же вопрос: кто красивее всех на свете? Зеркало всегда говорило только правду, поэтому оно честно восхваляло красоту королевы, и женщина сияла от счастья. Белоснежка росла, и с каждым годом ее красота расцветала все ярче. И вот в очередной раз, говоря с зеркалом, королева услышала в ответ, что теперь не она красивее всех на свете, а Белоснежка. Терпеть такое в собственном дворце королева не собиралась. Она приказала верному слуге завести принцессу в непроходимую чащу и убить. Но не смог слуга даже ради королевы убить милую девочку. Он привел принцессу в темный лес и отпустил. А сам вернулся в замок и сказал королеве, что выполнил ее приказ. Долго принцесса бродила по лесу, по дороге ей помогали всякие лесные обитатели. Белоснежка была очень добра к ним, и поэтому они сильно подружились. К вечеру принцесса случайно наткнулась на маленький домик. Она зашла в него и увидела, что в доме никого нет. На столе было накрыто на 7 человек, а в спальне стояло 7 кроваток. И все в этом доме было очень маленьким. Поэтому Белоснежка поняла, что здесь живут 7 маленьких человечков. После долгой и трудной дороги она прилегла на одну из кроваток и крепко заснула. Поздно вечером домой вернулись 7 гномов. Они сильно удивились появлению неожиданной гостьи. Спящая Белоснежка была так очаровательна, что гномы решили дать ей поспать и не стали ее будить. Наступило утро. Белоснежка проснулась, увидела 7 гномов и испугалась. Но они были ласковы с ней, и девочка рассказала о своей беде. Белоснежка им сразу понравилась, и гномы предложили ей остаться жить у них. Тем более, что она согласилась взять на себя заботы по дому, готовить еду, стирать и убирать. Каждое утро гномы уходили в горы добывать золото и драгоценные камни, а возвращались поздно вечером. Уходя на работу, они предупреждали Белоснежку, чтобы она опасалась злой мачехи и не открывала двери незнакомым людям. В это время королева, как обычно, отправилась в тайную комнату, чтобы поговорить с волшебным зеркалом. Но зеркало внезапно сказала, что не она красивее всех на свете, а Белоснежка, что принцесса по-прежнему жива и живет у гномов в домике. Королева сильно разозлилась и решила сама разобраться с Белоснежкой. Она отправилась в потайную комнату и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, но если бы кто-то съел хотя бы кусочек, то непременно бы умер. Когда яблоко было готово, королева переоделась в старую торговку и пришла к дому гномов. Увидев милую старушку, Белоснежке стало жалко ее. Она ничего не заподозрила и вышла из дома. Старушка угостила девочку спелым яблоком и сказала, что если она съест это яблоко, то навсегда останется молодой и красивой. Белоснежка поверила ей. И только она надкусила яблоко, как упала замертво и перестала дышать. Довольная королева отправилась во дворец. Вечером гномы вернулись с работы и увидели Белоснежку, лежащую на земле. Она не дышала. Они так громко рыдали и причитали, что их плач услышал прекрасный принц, который охотился в лесу неподалеку. Стало интересно ему, что это за вой такой поднялся, что распугал всех зверей. И когда королевич нашел дом гномов, то увидел Белоснежку. Она была такая красивая, что молодой принц сразу же влюбился в нее. Он уговорил гномов забрать ее с собой в замок, ведь там у него есть доктора, которые смогут вылечить Белоснежку. Гномы разрешили. Тогда королевич велел своим слугам нести принцессу на плечах.
И когда они несли ее, случилось так, что слуги споткнулись о какой-то куст, и от сотрясения кусок ядовитого яблока выпал изо рта Белоснежки, и она очнулась. Увидев молодого принца, девочка тоже полюбила его и согласилась выйти за него замуж. На свадьбу они пригласили и злую мачеху. От злости, что Белоснежка еще жива, и что теперь ее ждет долгая и счастливая жизнь, королева разбила волшебное зеркало и больше никогда в него не смотрела. Однажды жил дровосек с 2 детьми и их мачехой. Мальчика звали Гензель, а девочку Гретель. Жили они так бедно, что порой даже кушать нечего было. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая, как дальше детей прокормить. Жена советовала ему завести детей в лес, распалить костер, дать по кусочку хлеба и оставить их там. Не помирать же им всем 4 от голода. Но дровосек не соглашался. И до тех пор жена уговаривала его, что он, наконец, согласился. А детки с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. И когда родители уснули, Гензель тайно выскочил из дома. Месяц светил ярко, и белые камушки блестели словно монетки. Гензель набрал в карманах столько, сколько могло влезть. Потом он вернулся домой, и дети легли спать. Утром мачеха пришла к детям, дала каждому по кусочку хлеба, и они все вместе направились в лес. По дороге Гензель выкидывал белые камушки один за другим. Когда они пришли на поляну, отец принялся разжигать костер. Он приказал детям сидеть возле огня и следить, чтобы тот не погас, а они с мачехой пойдут за дровишками побольше. Сидели они, устали и крепко уснули. Когда же дети проснулись, кругом была темная ночь. И когда на небе поднялся полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по камешкам, которые блестели, как новые монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет они шли, и на рассвете пришли к отцовскому дому. Прошло какое-то время, и дети опять услышали, как мачеха однажды ночью стала упрашивать отца избавиться от детей. Он отказывался, но жена и слушать его не хотела, ругалась и высказывала ему всякие упреки. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, хотел набрать камней, но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Рано утром детям раздали по кусочку хлеба, еще меньше, чем в прошлый раз. По пути в лес Гензель измельчил свой кусок в кармане и бросал крошки на землю. Мачеха еще дальше завела их в лес. Опять был разведен большой костер, и отец приказал детям следить за огнем, пока они с мачехой нарубят дровишек побольше. Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, и они уснули. Проснулись уже тогда, когда наступила темная ночь. И вот взошел месяц, и собрались они в путь-дорогу, но не смогли отыскать ни одной крошки, потому что 1000 птиц, порхающих в лесу, давно уже поклевали те крошки. Так дети шли очень долго, но выйти из леса никак не могли. Вдруг дорога вывела их к избушке. Подойдя поближе, дети увидели, что дом весь построен из хлеба и печенья, а окна из чистого сахара. Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконец. И тут дверь в избушке настежь распахнулась, и вышла из нее старуха, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха была добра и пригласила их в свою избушку. Там на столе уже стояла обильная еда, молоко, печенье, яблоки и орехи. Пообедав, старуха застелила деткам 2 чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой подумали, что попали в самый рай. Но старуха только прикинулась ласковой. На самом деле была она злой ведьмой, которая свою хлебную избушку для того и построила, чтобы детей заманивать. Рано утром, пока дети спали, она взяла Гензеля и посадила в маленькую клетку. А сестричке приказала делать все, чего от нее злая ведьма требовала. Старуха задумала откормить мальчика,
чтобы потом съесть его. Вот и стала Гретель варить самое вкусное кушанье Гензелю, а самой доставались одни только объедки. Прошло некоторое время, а мальчик все не жирел. Тогда старуха не захотела дольше ждать и решила сварить и съесть Гензеля. Она приказала Гретель растопить печь и наносить воды. Когда печь разгорелась, старуха приказала ей залезть в печь и посмотреть, достаточно ли в ней жара. Так она хотела затолкнуть девчонку в огонь и испечь ее. Но Гретель поняла, что у нее внутри. Она сказала, что не знает, как туда лезть, и попросила, чтобы ведьма сама показала. Рассердилась старуха и полезла в печь. Тогда Гретель подтолкнула ее и захлопнула за ведьмой заслонку. Ух, как страшно взвыла тогда старуха! А Гретель тем временем бросилась к Гензелю и открыла клетку. Освободив брата, они пошли в комнату ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными камнями, набили ими свои карманы и отправились домой. Несколько дней дети искали дорогу назад. Лес стал казаться все более и более знакомым, и, наконец, они увидели вдали дом своего отца. Как он был рад увидеть своих деток живых! Гензель и Гретель высыпали на пол все жемчуга и драгоценные камни, которые они забрали у ведьмы. Тут уж о пропитании не надо было думать. И стали они жить-поживать да радоваться. А злую мачеху отец выгнал из дома.